Друзья, всем привет! Сегодня у меня Мария в гостях. Мы сделаем балийский массаж. Это будет третья серия. Первые две вы можете посмотреть. Там проработка идет задней поверхности бедра и спины. А сейчас я покажу, как работать на передней поверхности тела. Все, Мария, ложись на спину. Помним, что в этом массаже минимум масла. Он направлен на то, чтобы расслабить тело и нервную систему, то есть такой нейроседативный эффект. И для того, чтобы расслабить клиента, нам нужно сначала самим быть очень расслабленным. Для этого мы должны подготовиться к сеансу массажа и правильным образом дышать, не забывать про выдох. Это движение можно делать, раскачку можно нет. Буквально там 3-4 минутки расслабить клиента, и потом уже, как и на задней поверхности, мы будем выполнять компрессию, которую я во многих массажах использую, особенно в начале процедуры. Компрессия она дает как массажный эффект такой, но еще выполняет диагностическую роль, почувствовать, где у клиента мышцы больше напряжены, с какими зонами можно будет побольше поработать. Эффективное движение для вывода межклеточной жидкости. Отдаленная такая прессотерапия. Переходим на живот мягко. На руки. Укладываем руки в более расслабленное положение. Локоть. Мария, чуть-чуть приподнимись, все, опускаемся. Угу. И также по кругу проходим, как и на задней поверхности мы проходили. Руку в расслабленное положение укладываем. Тоже надавливаем основанием ладони очень мягко на кисть. Переходим также потом на животик. И переходим на ногу.
После этих движений компрессионных мы также выполняем точно такие же движения, как выполняли на задней поверхности тела. Тоже будем выполнять точечные движения со смещением. Также будем мышцу смещать, только все очень медленно, с помощью своего тела, давая возможность перемещаться своей кисти в том направлении, в котором ее пускают мышцы. То есть здесь нужно расслабиться и смотреть, наблюдать, как кисть передвигается. Начали мы также с левой стопы, закончили правой. Прошли, опять перешли на левую, начинаем компрессию. Такие же движения, как и на задней поверхности. Можете посмотреть видео, открыть, вернуться к первой серии. Там будет работа со стопой. Средними пальцами надавливаем по средней линии стопы и по двум линиям, которые идут рядом под углом 45 градусов. Только это будет на стопе все. Если тяжело, то можно прям так сесть и большими пальцами это выполнить, так как мы выполняли, когда клиент лежал на животе. Мне здесь удобнее выполнять и средними пальцами. Такие же точечные движения. Сейчас я работаю по точкам. Также уходим на линию, которая идет к центральной линии, к срединной линии под углом 45 градусов. Возвращаемся обратно также по точкам. Опять захватываем центральную линию и переходим к следующей. То есть мы прошли, также вернулись. Потом между костями плюсной работаем. Вот здесь есть косточки, можно проработать также точечно. Поставить точку и немножечко сместиться. Точку и немножечко сместиться. Можно поставить точку и легко поработать в стороны. Здесь можно захватывать, небольшое такое движение делать, покачивание, чтобы оно передавалось на всю поверхность бедра, но основа его была самая сильная. Воздействие было именно в точке, где вот сейчас мы работаем большим пальцем. И такие раскачивания небольшие. Итак, проходимся по всем точкам. Не забывайте, что вы должны пройтись в одну сторону и также в другую, между каждой косточкой, между пальчиками также. Опускаемся, между пальчиками создаем валик, отпускаем его, не дотягивая до конца. Также погружаем палец, создаем валик, вот такой между пальчиками валик, и не дотягиваем его до конца. Два-три раза. И работаем потом с пальчиками. Вы можете вытягивать. Если мы работаем с одной зоной, вы по возможности подключаете смежные зоны, то есть делаете некое раскачивание такое круговое. Это будет давать седативный эффект. И каждый пальчик прорабатываем. Дальше мы переходим к точечному воздействию. Можно его делать со смещением, можно без смещения, кому как нравится. Но так как у меня небольшое количество масла нанесено, я могу его делать со смещением.
надавливание и чуть-чуть смещаю. Рядом. Точки должны быть рядом с костью, то есть вы должны почувствовать костную ткань, почувствовать мышцу, и между костной тканью и мышцей произвести воздействие силовое. Главное, медленно выходим с такой же скоростью, как мы погружаемся в точку. И то есть проходим. Здесь мы тоже идем по точкам. Чувствуем, где у нас идет мышца. Здесь вы прям будете чувствовать то место углубления, где пойти по точкам. Здесь можно вот так будет проход у нас. То есть вы должны почувствовать углубление и сделать много-много точек. Здесь то же самое с внешней поверхности бедра. Также производим можно даже, знаете, так бедро чуть-чуть повернуть со стопой. Ну, это смотрите, насколько максимально это удобно будет клиенту. Можно пораскачивать. Не больно, Мария? И пошли до конца. Тоже здесь нашли углубление. Оно либо здесь будет, либо за мышцу. То есть мы не на мышцу давим, не на место максимального напряжения, а рядом с мышцей. Пошли, дошли до конца и делаем после этого такую бабочку. Раз, два, перешли на другое место. Раз, медленно два. Вот здесь нужно работать телом, чувствовать, как руки идут медленно, не торопиться, просто дать рукам скользить, воздействуя весом собственного тела. Это более мягкое воздействие. Если вы хотите более сильно воздействовать, можно это движение делать с помощью, например, одной руки. Например, внутренняя поверхность. Да? Положили пальчики и поехали, съехали с мышцы. Можно одной рукой придерживать, а другой соскальзывать. Задела мышцу. И как сделать с внешней поверхности? Можно остаться так же, но будет удобнее, если мы выжимание доделаем до конца, дойдем до стопы, перейдем на другую сторону. Это будет удобнее выполнять выжимание одной рукой медленно. Такой массаж занимает около 1,5 часа, включая заднюю, переднюю поверхность тела. Здесь я руки поменяю. Одной рукой фиксирую, другой работаю. И доходим также до конца. Дальше выполняем выжимание, придерживаем зону, с которой работаем, облокачиваемся, а дальше уже ориентируемся, как у нас скользит рука. Если мало масла, у нас будет очень-очень медленно скользить. Переходим, придерживаем следующую зону.
Здесь достаточно сильно. Не больно? Можно это сделать двумя руками. Одной рукой будет сильнее. Медленно вернулись. На внутренней поверхности то же самое. Начинаю заново, потому что нужно встать в центре той зоны, с которой мы работаем, чтобы сделать полноценное медленное выжимание. И двумя руками. В конце движения делаем растяжку, потянули чуть-чуть ногу. Дальше переходим на область живота. Что мы здесь тоже можем сделать компрессию, которую мы уже делали. Можем растянуть животик в стороны, по ребрам, основанием ладони сюда. Такое сделать раскрытие грудной клетки. Здесь можно не переходить, здесь можно то же самое сделать с помощью небольшого такого приседания, полуприседа. С точками я на животе не работаю. Здесь в одном движении уже и выжимание, и смещение получается мышц. Переходим на руку. На руке также можно поработать с выжиманиями, можно с точек начать. Что интересно, мне здесь вот как-то хочется с выжимания начать. Тоже фиксируем зону. Я сразу выжимаю всю зону. Можно с одной стороны это делать, как я делала на ноге. Здесь зависит уже от объема самой руки. И также по точкам. Работаем с точками, находим то место, где чувствуется углубление, надавливаем и также медленно выходим. Здесь задача не давить на напряженную мышцу, а находить те места между мышцами. И, как правило, это и есть места активных точек, с которыми работают в акупрессуре. Для того, чтобы найти, я немного диагностирую, ощущаю то место, ищу его, на которое мне нужно надавливать. Ну и с другой стороны мы будем повторять то же самое. На руке мы также воздействуем, как и делали. Ногу прорабатываем, образуем валики, тоже между косточками плюсно прорабатываем. Проходим дальше зону шеи, смещаем, надавливаем пальчиками. Между напряженными мышцами,
Это можно делать кулачками, то есть как удобно. То есть такие же движения. Образуем валик, как в обычном массаже мы постоянно делаем. Образуем валик одновременно с двух сторон. И делаем выжимание. С одной стороны. И с другой стороны. То же самое все повторяем с правой частью тела. Друзья, со всеми прощаюсь. Переходите на мой сайт «Курсы массажа» Ольги Бугановой. Там вы сможете приобрести онлайн-обучение и получить сертификат. Пока!